Господа, хотите реалистичности, брутальности и максимум эпичности? Тогда эта игра для вас. Raid Shadow Legends. Эта игра перенесет вас в мир реалистичных и темных фантазий. Особо в ней меня радует эта потрясающая сюжетная линия и, само собой, стратегический геймплей. И вы спросите: Костя, а как ты рекламируешь мобильную игру без мобилки? А все очень просто. Raid Shadow Legends теперь и на вашем ПК. Причем обе версии игры абсолютно взаимозаменяемые. То есть вы можете начать проходить ее на мобильном телефоне, а дальше играть на ПК, и все достижения будут портированы сюда. Графика на ПК-версии потрясающая, а сама игра запускается очень легко и гладко. И, конечно, и там она абсолютно бесплатна. И до 31 января Raid проводит конкурс для новичков, которые скачают игру по моим ссылкам в описании. Будут разыграны 6 11-х айфонов Pro Max. Победители будут выбраны случайным образом среди всех скачавших. И специальный конкурс будет проведен для самых прокачанных новичков. 3 новичка, достигшие самого высокого уровня среди всех игроков до конца месяца, будут участвовать в розыгрыше крутых призов. Дополнительная информация по призам и конкурсу вы найдете в ссылочке в описании, которая будет вести на сайт конкурса. Так что не теряйте времени, переходите в описание и качайте Raid именно по моим ссылочкам в описании и получайте 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона для всех новичков в качестве бонуса. Удачи! А год у нее я забыл какой? 4-й, 94-й, то есть это еще X25 XE. Хотя и Катек уже вроде. Ну ладно, это Задняя шторка здесь электрическая? Серьезно? Мы попали на какое-то лакшери? Ясно. ПТС, СТС есть? Да. Все это есть. Какая цена была там? 70. За сколько отдаем? Предложение ваше. 60. Ну, в принципе, можно. Прямо сейчас. Ну, делать надо. Сейчас дифференциал заварим. Да, вот сейчас делаем как раз, да. Заварим дифференциал, и все, оно сделано, считай. Не, ну по мотору, как бы, я не знаю, я бы нашел. Я думаю, что он ляжет у меня сегодня к вечеру мотор. Ляжет. Я почему-то уверен в этом. Я очень давно с Апелями. V6 никогда долго не живет. Что ж, господа, здравствуйте, добро пожаловать в рубрику дешевки, давненько ее не было, и у нас сегодня, наконец-то, господа, у нас священная Омега. Это действительно священный автомобиль, потому что вы за 60 тысяч рублей в нашем случае, торг с 70 до 60 произошел, покупаете жесткий диван. Вернее, на самом деле мягкий, но жесткий он будет по эксплуатации. По ощущениям вам будет казаться, что вы едете на облако. Это нереально комфортный автомобиль за эти деньги. Более того, я хотел купить Омегу еще с самого первого сезона дешевок, но никак не получалось. Потому что я всегда искал Омегу на V6, а на V6 их невозможно практически найти за эти деньги. Но года идут, все, что стоило 100 2 года назад, сейчас уже стоит 60. И у нас наконец-то открылась эта возможность прикоснуться к V6. 2.5 V6 двигатель здесь. Это значит, что в нашем распоряжении 170 лошадиных сил. Мы нашли комплектацию на палочке и заднем приводе. То есть заварка в этой серии будет однозначно 100%, 195%, что здесь будет заварка. Прошлые года просто не получалось их находить. Они за эти деньги обычно стоят на 2 литрах X20 SE, 115 лошадиных сил. На шестнарике 2-литровом X20 XEV, это 122, по-моему, или 126 лошадиных сил. Дальше у нас идет X25 XEV, это вот этот вот 170 лошадиных сил. Есть еще какой-то невероятный X30 XEV, который развивает 211 сил, но их практически не найти, они стоят по 250. И есть супер варианты с дизелями. Это, естественно, BMW-шные дизеля. Тут был М51 дизель на 131 лошадиную силу и самый невероятный М57. Омега на М57. В России сейчас, ну вернее Питер-Москва, продается одна, стоит 250 тысяч рублей. Но это 6 цилиндров от BMW на 150 лошадиных сил с, по-моему, 400 ньютон-метра крутящего момента. Там что-то дикое, но это просто очень дорого. Это уже будет Омега за 250, но вы сами понимаете, это не наш случай. Сегодня 94 год, самое раннее, потому что на V6 они пошли только с ноября 94 года. По-моему, не работает несколько цилиндров, но нам очень надо подрифтить. Едем.
У меня было 2 Кадета, 2 Фронтеры, Вектра, Омега А, но никогда у меня не было Омеги Б. Я всегда хотел Омегу Б, да еще и на V6. И никогда не было у меня V6 Опелевского. Были у меня и дизеля, и вот эти все X22 DTH и прочее, но не было реально V6. Мне так хотелось попробовать V6. И когда я увидел эту тачку за 60 тысяч, конечно же, я подумал, что надо брать. Потому что когда еще? Не знаю, Никитос что-то не мог на ней тронуться. Она едет. Она едет. Она едет. Почему-то звук мотора раздается из печки. Видимо, там сняты все эти жабо и шумоизоляция, потому что, скорее всего, все это разбиралось такое количество раз. Она едет. Ну, передачи здесь такие... Слушай, что, пропала передача? Ну-ка. Или это первая? Нет, это нейтраль. Походу, все... Во, вот это первая. Ништяк, там синхронизаторы погибшие. Вторая заходит. Она едет, реально. Слушай, хотя X25XE, который стоит у нас, XEV, скорее всего, потому что это уже ЭКТ-чный мотор, на самом деле я бы не сказал, что он супер, потому что крутящий момент в нем всего 223 ньютона. И развиваются они с 3000, что для V6 на сегодняшний день не очень. Ты знаешь, со скольки? У меня в 2 литрах в рейнже 400 ньютонов. Как ты думаешь, со скольки они? Ну, с 2000. С 1,5. То есть V8 менее низовой, чем 2 литра. Вот такие современные технологии. Раньше все было иначе. Естественно, здесь также. Но вообще это супер Девантос. Она очень комфортная. Это вот такой немецкий Mark II, я бы сказал. Конечно, он не был таким мощным, таким надежным. Ну, и Mark II здесь это, скорее всего, такой... Люди сейчас, наверное, улыбнулись, которые все это смотрят. Но тем не менее, почему бы и нет? То есть это такой бизнес-седан на моторах от 115 лошадиных сил до 211. Никогда супер мощного ничего здесь не было. Которые крайне комфортные, крайне мягкие. Обратите внимание, у нас здесь раздельный климат. Пассажир может пусть и механическим образом себе регулировать здесь температуру справа, а я слева. Есть кондиционер, есть уже стабилизация, 94 год, секундочку. И это еще все работает. Ну, кроме кондиционера, компрессор которого просто снят. Хотя сама стабилизация как бы рабочая. Ксенон, правда, уже, по-моему, колхозный. У нас, кстати, включить фары. Управление светом в Opel. Да, традиционно. Чтобы включить свет в салоне в Opel, нужно потянуть на себя ручку управления светом. Вот фарами. Включение. Оп, 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 оп. Это прикол. Электрический люк, электрическая шторка сзади. Она работает. Вот здесь есть для нее кнопка. Это все открывается. Довольно-таки много здесь жира за наши 60 тысяч рублей сегодня мы получили. Задний привод на свободном дифференциале. Механическая коробка передач. Куча было с автоматом на V6 машин. Просто мы не стали брать, потому что нам реально хочется подрифтить сегодня. 4 стеклоподъемника. Но по паспорту эта штука еле-еле выезжала из 10. Шок, да, Никитос, скажи? Я был уверен, что если ты покупаешь машину на V6, это в любом случае 8 хотя бы до сотни. То есть это должна быть динамичная машина. Нет. Она весит 1,5 тонны. Ее кузов желе. Он никогда не был крепким. Он всегда из-за этого же, собственно, и быстро гнил. И даже при этом он перегружен. Этих 170 сил ей не хватает, чтобы ехать быстро. 9,5 секунд до сотки при расходе 15 литров. Это не практично, это не круто, и она не едет. Сейчас, если мы попробуем разогнаться до 100 где-то, если мы здесь найдем местность, то вы офигеете. Соответственно, все наши вот попытки типа подрифтить, они, скорее всего, ничем не увенчаются, потому что она просто медленная, ей не хватит мотора, чтобы нормально ехать боком. Даже по мокрому асфальту. Ей нужна зима, снег, а зимой снег, она будет очень тяжелая, в ней будет столько инерции, что Жига вас объедет на заварке, сток. Но она комфортная, кстати, вообще прямо, сколько места сзади там. Офигенно тачка едет, просто супер, прямо это реально седан бизнес-класса, ничего не скажешь. Топчик. Ну-ка давай рельсы ходом. Все будет греметь, конечно, но... Офигенно! Офигенно! Вот это прям супер диванчик. Ребята, это класс. Она очень комфортная за эти бабки. Гений среди нас. Прошлый собственник этого автомобиля. Я не знаю, кем он работает, но он просто гений. Это не зеркало, это кусок от зеркала и держатель для телефона. А здесь есть второй держатель для телефона, и вы получаете режим такси.
Вы можете в это зеркало видеть все, что находится сзади. Изи. Если бы это еще был мобильный складной телефон, это технологии. Посмотри, ты хочешь, едешь так, хочешь, просто вставляешь его сюда и наслаждаешься видом пассажира. Это топ! Просто гениально! Как это сделано? Мне нравится. 0. Твои ставки. 20. 12. Трекшн сработал. Передачи угадываются. Блин, по ощущениям, как будто едет. Чуть-чуть отсечка, блин. Ну да, где-то 12,5. Сейчас еще раз бахнем. Вторая не дотягивает до сотки в отсечке. 5 километров. А это плюс одно переключение. А это время. Что это значит? Нужно колеса чуть побольше. И тогда будет вторая в отсечке. А вторая в отсечке, все, одно переключение. И дальше V6 вас тянет. И это будет быстро. И это прям будет быстро. Температура в норме? Нет, не в норме. Ага, я понял, вентилятор без датчика перегревается, бедняга. Но даже при этом в нем не пахнет, как в Гранте, да? То есть он на разгоне... цилиндр отвалился, чувствуешь, да? Да, все, котел отвалился один. X25XE и XEV никогда не были сверхнадежными. У них постоянно сыт масло из-под клапанных крышек. Перегрев их прям больное место. У них постоянно рвет механизм газораспределения, короче. Все эти машины продаются в состоянии типа нужно сделать мотор. Все Омеги на V6 стоят типа все здорово, надо сделать мотор. Это прямо их ахиллесово пята, этот мотор. Он не ресурсный, не надежный. Нет, ну остывает вроде пока. Капец, какой дрифт, он не выдержит дрифта вообще никак, он просто моментально в перегрев уходит. Давай, печку побольше, поможем ему. Давай, все, последний разгон. Блин, ему, по-моему, хуже стало реально. Да, все, он прям погиб. Ну да, с передачами трудно и... 13 ровно. Но с такими-то передачами это понятно, что вообще третью там не поймать, где она вообще. Очень плохие передачи, очень печально двигателю. Хотя, с другой стороны, учитывая его возраст, да, 9,5 сток против 12, ну, 12,5, 13, что мы сейчас разгоняемся на раздолболтанной коробке. И ему еще не зацепиться, он подбуксовывает вначале. Ну, в принципе, я бы сказал, что неплохо это для двигателя. То есть он не умер окончательно, но мы этого добьемся. Соответственно, что мы сейчас установили? Что она комфортная. Мотор хоть и уже на коленях, но еще не на брюхе. То есть как бы уже такой типа, пожалуйста, но немного подбодриться. Надо установить, во-первых, если там кузов. И вне зависимости от того, если там кузов или нет, обратиться к инженерам НОМИ, чтобы нам заварили диф. Мы хотим отдохнуть. Да, так и снимается вид от первого лица. Вы что думали? Камера на уровне глаз. Да я бы не сказал. Ничего не капает. Он типа в норме. Немножко его колбасит, но в целом я бы сказал, еще походит. Погоди, а есть тосол-то? О, самая тема, открывать на... Слушай, мало тосола, надо долить воды, и все нормально будет. Или просто зеленого антифриза найти по пути долить, потому что бачок почти пустой. Мне кажется, это решит проблему на сегодня, по крайней мере. Все, огонь, ксенон работает, фары фонарят, смотри, прямо тачка пушка. Едем в кастом. Не на час, на 3 часа работы. Так, погоди. Ты нагнетаешь. Да нет, почему? Смотри, у меня план. Вот эти вот 4 болта отстегиваем. Уже выпадает сюда вниз она. Она не выпадет, вот здесь еще надо откручивать все. Кронштейны. И тогда мост будет падать вниз. Угу. Ну. И потом только это все. Ну и что, плюс 10 минут. Да. Ну. Звучит как план. Слушай, лонжи живые по ощущениям. Если он упадет, Пока пацаны набивают цену, давайте обсудим, что у нас снизу. Снизу она в состоянии вообще удивительно неплохом. Ты смотри, лонжи. Ну это чуть-чуть, это ладно. Вообще неплохо снизу. Вообще неплохо снизу. Какие хорошие новости.
Какие хорошие новости. Дело в том, что у нас есть некий план, вы его еще пока не знаете, мы скажем в конце. И то, что она снизу очень неплоха. Не, она, конечно, тут подржавела кое-где, это все понятно, что тачка-то, грубо говоря, не первой свежести, но это все очень даже романтично. Даже для рубрики дешевки, вот за наш бюджет, вот таких вот хороших низов мы не видали уже с прошлого сезона. А где мое масло? Ну, крышку все равно снимать. Ну, это понятно. Сейчас мы ее снимем, а там ровно так слоем. Хотя машина же ездила, это горячий редуктор. Слушай, а масло-то реально и неплохое было. И стружки немного. О, ничего себе, это снизу, это такое магнитище. Вот это прям магнит-магнит. Это прям интересно. Ну что, обычный свободный диф. Значит, все пройдет как надо. Я поехал за оригинальным маслом. Вы пока снимайте. Значит, наша неприятность. Прокладки свечных колодцев. Болезнь НИК-25XE. У X5-25XE все болезнь, короче. Любая деталь этого мотора — это его болезнь. Соответственно, у нас свечные колодцы постоянно залиты маслом. Таким образом, свечки постоянно будет пробивать. Когда их пробивают, у вас тут пропуски зажигания, у вас нету, соответственно, мощности. Мы на всякий случай сейчас свечки-то, конечно, новые поставим, но их все равно прошьет, ну, как пацаны говорят, за 3-4 километра. Я верю, что завтра мы отдрифтим. И у нас будет с собой фура свечек, которые мы будем менять каждый день и дальше дрифтить. Поменять прокладки свечных колодцев, значит, снять пустной коллектор, снять клапанные крышки, поменять эти прокладки, одеть все это обратно. Это по деньгам будет, я не знаю, там 15 тысяч рублей вместе с материалами при стоимости машины в 60. Это бессмысленно. Чуй, мы дома. Ну что ж, господа, суммируя все ранее сказанное, тачка еще теперь отмыта. Получилось, что не так уж она и плоха за 60 тысяч, честно говоря. Понятно, что если мы говорим про какую-то ее попытку восстановить, там, отреставрировать или сделать из нее человеческую машину, это почти невозможно. То есть она не уже умерла, а умрет вот на следующий год. Даже на лабаше нет резинки лобового, он просто сидит на герметике, который причем пальцем замазан. То есть лабаш просто лежит на герметосе и все. Куча мелких недостатков, но глобально, типа вот так вот для ютуба, да, как мы говорим, вот она, даже не отваливающиеся арки, она не машет крыльями, не вываливается на дорогу пороги, нет дыр в днище, не течет ничего в салон сверху, не воняет плесенью. За 60 это один из лучших экземпляров, который у нас был до этого вообще в нашем цикле дешевых. Здесь у нас один из самых мощных моторов в истории дешевых, который при этом уже сколько живет. Заварен диф, и мне кажется, можно двигаться дальше. Нужно ехать на культуру заноса и попытаться реально пройти конфиг.
Ведь это пока что около топовая священная Омега за 60 тысяч. Ну что, господа, осталось попробовать пройти хотя бы треть конфига. Надо чуть-чуть только поудобнее сесть. И валим. Обороты где-то 3000, то есть все нормально, все комфортно. Срывается она просто идеально. Даже более-менее ролится. Мотора хватает совсем на грани. Сейчас, да, это не Марк 2. Там было сильно проще. С первого раза, по крайней мере, одну дугу мы прошли. Попробуем. Ох, фига, я разогнался. Но условно я прошел. Есть! У нас нет даже ручника. У нас нет, по сути, двигателя. У нас нет выворота. У нас нет ничего. Есть, конфиг. Не закидывается за последний. Ай, почти. Подсыхает асфальт, и нашему мотору становится писец как сложно. По идее, это можно все компенсировать тем, что типа ты клочуешь на опыте и так далее, но я этого ничего не умею. А конфиг я прошел только один раз. Нам надо проходить его стабильно. Блин, надо клочевать. Не хватает мотора, вообще уже не хватает по-сухому. Ой, там что-то загорелся. Это было ожидаемо и неизбежно. Это было неизбежно. Игорян, дернешь? Только давай ты дерни, на всякий случай, там может быть горячо, аккуратно только. А, нет, это вообще булочка. Там что-то загорелось. Да? Загорелась? Вспышка была прям. Даже ничего не льется. Он прямо герой. Скорее всего потому, что все масло выгнало, когда вот я пятаки здесь крутил, и там уже нечем утечь. Потому что вот даже я на второй ездил, еще более-менее, то я чувствовал, что тяга уходит. Это вот, наверное, даже не асфальт подсох, это просто тяга пропадала. Потом ты сел на первый, лупанул, и все, сразу же было прям, даже слышно было, как он прямо ему херово стало. И я его просто уже добил. На самом деле сейчас все, кто скажет, что Костян, типа, это издевательство, что эта тачка еще его прослужила. X25 XE никогда не служит долго. Все эти моторы стоят под разбор, с прошитыми бошками, с порванным ремнем ГРМ, с клапанами, с чем угодно. Помпа течет. Маслом ссут они все полностью, у них все плохие прокладки. Это просто боль, старый X25 XE. Восстановить его или починить будет стоить 150 тысяч рублей. В Беларуси его за 70, 80, 60 найти, поменять тоже на неизвестно какое состояние, это просто боль. Это мотор хорош, вот только чтобы просто ездить, иногда редко наваливать.
и сразу давать ему остыть. Ни в коем случае вот это вот не крутить в режиме. Хорошее кольцо бы он не прошел. Поскольку это объективно. Вот давайте спросим мнение здесь присутствующих, пацаны. Вот из всех дешевок, это самое надежное, по-моему. Типа был якобы Saab, который у нас-то видос отжил. А потом на нем Игнат поехал в Москву. И в Москву он не доехал. Там также прошило прокладку башки. Там лег мотор. То есть это надежнее даже, чем Saab, который стоил 70. Но это гораздо эмоциональнее, чем Saab, потому что она реально едет боком. И это очень круто. Это, на мой взгляд... Вот сейчас хорошая картина, да? Погоди. Вот почему Opel Omega B лучшая из дешевок, что были у нас в проекте. Именно стоя у положенного мотора надо это говорить. Потому что все остальное было или чуть дороже, или сильно дороже, или вообще никак не ехало. И уж точно ни в коем случае по суху так не ехала боком. И не держала дрифт 2 часа. Я считаю, эту тачку можно как-то отблагодарить. Айшхан так и до сих пор не забрал свой Mark II. Таким образом, я вам сейчас объясню. В эту машину, как я говорил в начале видео, штатно ставился BMW M57. Это 6 цилиндров с турбиной, с интеркулером на BMW-шной дизельной механической коробке. 1JZ GTE, 6 цилиндров с турбиной, с интеркулером на дизельной BMW-шной механической коробке, как это сейчас в марке. Q! Все сложилось. Тут не по ГОСТу будет только J. Все остальное, даже родная дизельная коробка, которая в этой машине могла стоять по стоку, здесь будет стоять по стоку. Получается, нам не надо менять ничего. Заднюю подвеску, редуктор, переднюю подвеску. Ничего не надо менять. Нам надо просто попытаться вкинуть сюда первый Turbo J, и мы получим Омегу на 280 сил на велюровом салоне. Обратите внимание, и это будет просто антимарк. Она такая же мягкая, это тоже седан бизнес-класса, она тоже на самом деле нифига не сможет толком в дрифте еще запилить сошки и выворот. Мы получаем, по сути, клон Mark II только в кузове Омеги. Учитывая, что мы ее сами купили за 60, мотор у нас уже есть, то есть по цене свапа мы получим типа за 200 максимум тот же самый, только европейский Марк, но руль слева, рычаг КПП справа, педали все нормальные человеческие, шторка сзади электрическая, и Марк турбовик также свапнутый уже с кривыми доками в таком же состоянии будет стоить на самом деле 350. Это даже дешевле. Потом можно подумать просто более жесткие амортизаторы, потому что это очень сейчас вальяжный диван и так далее. И он все равно никуда не поедет ни на какой супер результат. Но и Марк около стоковый тоже ни на какой супер результат никогда не поедет. Это баржа с огромным количеством инерции, которая за счет этого очень долго скользит боком и отлавливается потом уверенно в сторону столба молодым человеком, который это все недавно приобрел. Это абсолютно та же самая картина, только в кузове европейского автомобиля. Я уверен, что как минимум на серию 2 получится раз, а 2 я, может быть, наконец-то научусь дрифтить. Божечки мои, это лучшая машина из тех, что попадалась нам в дешевках. Спасибо тебе, Opel Omega B, за то, что ты была, есть и остаешься в наших сердцах. Это топчик. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. До встречи в следующей части. Удачи вам и пока. Как она будет в следующей серии, а? Все. Вешайтесь просто все капсдамом.